Привет, путешественники! Сегодня разберем Варесу, крутую электро-ДД. Ее геймплей построен на атаке в падении, бешеной мобильности и накоплении особого ресурса очков ночного духа. Готовы узнать, как сделать из нее настоящую грозу Тейвата? Тогда погнали! Геймплей и механики. Вареса – классический мейн ДД, которая комфортно себя чувствует в отряде как с саппортами, так и саб ДД, который помогает ей выдавать электроурон. Но ее ключевой источник урона – это атаки в падении. А это значит, что не все персонажи подойдут ей в напарники. Главная фишка Варесы – состояние благословения ночного духа, в котором она получает бешеную мобильность и возможность летать вперед с рывками. Все это требует грамотного расхода ночного духа, который она может накопить и тратить с помощью своих способностей. Состояние ночного духа у Варесы. Пока активен внезапный натиск, который активируется при зажатии элементального навыка, или пылающее воодушевление, которое активируется автоматически, если накопить максимальное количество ночного духа, благословление ночного духа Варесы активируется автоматически, и в этом состоянии она может спамить атаками в падении. В этом состоянии усиленные обычные атаки, элементальные навыки и ульта усиливаются. А после удара в падении она может использовать особые усиленные взрыв стихий. Навыки Варесы. Элементальный навык. Верховно ночной радуги. Обычное нажатие. Вареса делает рывок вперед, нанося электроурон и получает очки ночного духа. Зажатие. Переходит в внезапный натиск, где тратит очки ночного духа, но получает кучу бонусов. Большую скорость, больше устойчивости и даже возможность бегать по воде. В этом режиме атаки в падении становятся еще мощнее. Взрыв стихии. Ослепительное сошествие. Вареса взмывает в воздух и обрушивает на врагов мощный электроудар. После этого сразу же заполняет шкалу ночного духа и входит в пылающее воодушевление. Если ульта активируется, когда она уже в этом состоянии, урон еще больше возрастает, а атаки в падении становятся по-настоящему разрушительными. Пассивные таланты. Первый талант после элементального навыка атаки в падении получает доп урон. В состоянии пылающего воодушевления еще больше урона. Следующий это, если союзник активирует эффект вспышки ночного духа, Вареса получает баф на силу атаки аж на 35%. И может стакаться дважды. И последняя пассивка это Вариса тратит меньше выносливости при беге, а в названии ей раз в 10 секунд восстанавливается 20 флагистона. Играть в Варесой легко, хоть может показаться и сложно в первый раз, когда вы ее видите. Вначале, как всегда, активируем бафы всех баферов, которые у вас есть в команде. Если у вас есть Янсан, желательно Янсан использовать перед использованием Варесы. Как только вы перешли на Варесу, используем элементальный навык и не забываем нажать легкую атаку. Таким образом она сразу сделает атаку в падении. После элементального навыка используем ульту. Входим в состояние ночного духа. И каждый раз, когда мы будем теперь входить в состояние ночного духа, мы можем использовать ульту без ее накопления. Вот, сейчас я еще раз покажу. Этот вроде бы не должен так быстро помереть. Используем всех баферов, которые у нас есть. Янсан перед Варесой. И теперь элементальный навык, легкая атака, чтобы сделать атаку в прыжке. Опять элементальный навык, атака в прыжке. Элементальный навык, атака в прыжке. И спамим по цели атаками. Используем ульту, как она у нас только зарядилась. Опять входим в состояние ночного духа. Спамим снова элементальный навык. После того, как Вареса входит в состояние ночного духа, она может элементальный навык снова использовать. Он у нее, скажем так, становится бесконечным в этот момент. И каждый раз, когда вы входите в состояние, ульту можно использовать без накопления энергии. Это, по сути, большой плюс, фактически. И все. Как только вы уже не можете ни ультой, ни элементальными навыками спамить, повторяем ротацию заново. Как видите, было сложно, но будучи 60-й, с 4 скиллами, как видите, вот она у меня 60-я, и скиллы 4 уровня всего лишь.
И она, как видите, умудряется воеба разнести нафиг. В общем, тут принцип в общем заключается в том, чтобы вот нажимаем элементарный навык, легкая атака, удар жопой. Элементарный навык, удар жопой. Ульта готова, ульту бабахнули, и снова у вас появится это, состояние ночного духа. В этот момент элементарный навык можно сразу же активировать. Опять его нажимаем, и легкая атака, исполняем атаку в падении. Лучшее оружие для Варесы. Переливающееся чаяние. Сигнатурка с высокой базой атаки и бафами к урону после атак в падении, навыка и ульти. Молитва святым ветрам. Дает много крит шанса. Учитывая базовый бонус при возвышении, у вас получится плюс 57,3 базового крит шанса. Упрощая подбор артефактов и усиливая элементарный урон. Истина Кагуры. Бафает урон элементарного навыка и дает общий бонус к урону, если успеть набрать все стаки. Песнь Странника. Мощный 4-звездочный катализатор с крит уроном, но пассивка зависит от рандома, поэтому хорошо только если у вас есть R5 вариант этого оружия. Сверкание чистых вод. Крафтовый вариант с бонусом к урону от элементарного навыка, но требует хила в отряде. Лучшие артефакты для Варесы. Клятва долгой ночи. Лучший сигнатурный набор, увеличивающий урон атак в падении. Идеально синергирует с ротацией Варесы. Обсидиановый фолиант. Универсальный вариант с бонусом к крит шансу, что упрощает сборку и позволяет фокусироваться на крит уроне. Громогласный рев ярости. Подходит для игры через реакции электро, ускоряя откаты элементарного навыка, но бесполезен в моно-электроотрядах. Воспоминание Симинавы. Дает бонус к урону, но расходует энергию, поэтому требует высокого восстановления или дешевой ульты. Позолоченные сны. Увеличивает мастерство стихий и силу атаки, в зависимости от состава команды. Хорош для отрядов с дендра, но бесполезен в других составах. Приоритет характеристик. Вареса – основной дамагер, нуждающийся в силе атаки и критах. В командах с Дендра Гидра полезное мастерство стихий, а восстановление энергии требуется для стабильной ульты. Основные статы в артефактах. Часы ищем, точнее... Часы ищем с силой атаки. У меня... Я силу атаки не нашел, но мне попалось восстановление энергии и, как назло, прокачалось в крит урон. Но мне в любом случае придется искать часы на силу атаки. Кубок. Бонус электроурона. И корона, крит шанс, крит урон, естественно. В зависимости от того, чего вам больше всего не хватает. И оптимальные статы. Вторичные. Ну, вторичные. После полной прокачки, когда вы ее полностью прокачаете, возвысите полностью... Сила атаки должна быть 2000 плюс. Если у вас есть в команде баферы, Беннет или Янцан, или кто угодно, желательно, чтобы было 3000 под бафами. Дальше у нас восстановление энергии. 110, 140 будет достаточно для использования частого ульты. Крит шанс минимум 70, но если будет чуть больше, то тоже хорошо. Крит урон минимум 160. От этого уже пляшем, чем выше, тем лучше. То есть минимум 160. И мастерство стихий, если вы собираетесь играть с Дендра или Гидра командами, то 100 будет достаточно вполне. Лучшие команды для Варесы. Из-за сильной механики урона в атак в падении, Варес отлично вписывается в гиперкэри команды с поддержкой от Сянь Юнь. Или в дендро команды, где она может усиливать свой урон через дендро реакцию. Также она может использоваться в отряде через перегрузку или в отряде через гидроэлектрореакцию, создавая взрывные атаки против группы врагов. Первая команда — это гиперкэри команда. Здесь мы берем, естественно, Варесу. Дальше в идеале это Фурина, естественно. Она тоже может бафнуть урон.
И дальше у нас Янцан или Силонен, в зависимости от того, кто у вас есть. Ну, Янцан можно заменить на Беннета, но просто будет неудобно, потому что Беннет свой баф только в кольце дает. Если с кольца выйти, то баф исчезает. Янцан вот у меня уже есть. И сюда в любом случае нужна Сянь Юнь. Без нее можно, но она бафает урон в падении. Ну, плюс она еще может подхиливать. Ну, и если на нее одеть сет, вот этот вот. Вот этот вот сет из Фонтейна, хиллерский, скажем так, ну он хиллер-баффер сет, то еще она будет хорошо урон сверху увеличивать. Эта команда фокусируется на максимальном личном уроне Варесы. 3 саппорта усиливают ее электроурон и устойчивость в воздухе, позволяя ей без проблем проводить затяжные ротации с нанесением урона. Следующая команда — это команда через перегрузку. Здесь у нас, опять же, это Вареса. Дальше у нас это или Мавуика, или Пира ГГ. Так что здесь вот есть небольшая, скажем так, вариация для фри-то-плей игроков. Можно Пира ГГ прокачанного использовать. Дальше это у нас Янцан или Шеврёс. И в последний слот это, опять же, Янцан или Шеврёс, но тут зависит от того, кого вы перед этим выбрали. Если перед этим вы выбрали Янцан, то, естественно, здесь будет Шеврёс. Эта команда без Шеврёс не играбельна, по сути, потому что Шеврёс бафает урон от таких реакций, фактически. Отлично работает против группы врагов, создавая мощный АОЕ урон. Постоянная реакция перегрузки увеличивает количество отбрасываний врагов. Хорошо вписывается в контент с волнами противников. Команды через Дендра Электро. Вареса, естественно. Дальше у нас можно взять Нахиду, это в идеале. Также можно вот взять Дендра ГГ. Или Калей. Вот. Самое главное тут, чтобы тот, кого вы возьмете вместо Дендра Нахиды, то есть вместо Нахиды, тут самое главное, чтобы он был одет в этот сет. Вот этот вот Дендра сет. Он режет Дендра резисты, что позволяет больше урона наносить Дендра. И дальше мы берем Янцан, это в идеале. Если Янцан нету, можно взять Фишель, чтобы чаще активировать Дендра электрореакцию. И в последний слот нам нужно будет в любом случае Сянь Юнь. Это прям в идеале, чтобы урон атак в падении увеличить. Ну там плюс хил и плюс ее, скажем так, сигнатурный сет урон еще увеличивает. Но если нету Сянь Юнь, то можно взять и Байджу точнее. Он тоже Дендра, вешает Дендра статус, ну и хилит, естественно. Так что тоже будет польза от него в любом случае. И последний вариант — это команда через Гидроэлектро. У нас, опять же, это Вареса. Дальше это у нас Оророн, так как он хорошо играется от Гидроэлектро реакций. Ну, скажем так, он лучше в таких командах себя проявляет. Дальше у нас Фурина, это прям в идеале, потому что она тоже может своим бафом урон увеличить. Ну, плюс она гидростатус тоже вешает очень часто. Если нету, то придется, как всегда, Синчу или Елан, если есть. Но Фурина прям в идеале будет. И в последний слот опять Сянь Юнь. Без нее урон атак в падении просто мизерный будет. Ну, то есть он тоже будет хороший, но не идеальный. Вот. Позволяет часто активировать дендроэлектрореакцию. Идеальная для многократных сценариев сражения. Хороший контроль и урон по элитным врагам. И на этом вроде бы все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый на канале или еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайк. Ну и если есть что комментировать, комментируйте, естественно.